Приветствую всех на канале ProgramFix, у микрофона Нетли, и в этом видео я хотел бы рассказать о том, как сделать плавное приближение в Adobe After Effects, как на данном примере. Далее, для того чтобы начать, нам нужно открыть Adobe After Effects. После того, как у нас открылся Adobe After Effects, мы выбираем, либо же создаем проект, где хотим сделать зум-эффект. Далее, как у нас открылся проект After Effects, мы создаем композицию. Для этого мы наводимся на иконку композиции, нажимаем, и у нас открывается окно создания композиции. Здесь мы можем поменять разрешение композиции, но я этого делать не буду и поменяю только время композиции. Поставлю 9 секунд. Далее в эту композицию мы добавляем любую картинку или видео, где будем использовать зум-эффект. В моем случае это будет картинка. Переношу ее в композицию, и она у меня не сходится по размеру. Для этого я выделяю ее и нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Shift-H. Немного подравниваю интерфейс на картинке. Делаю отображение во весь экран, Fit to 100%. Далее опять выделяю изображение или же видео. Нажимаю английскую букву S. У нас появляются настройки размера. И также с зажатым шифтом я нажимаю английскую букву P. У нас появляется настройка позиции. Теперь мы выделяем два этих элемента и нажимаем на иконку секундомера. Через примерно 40 кадров мы ставим еще один keyframe. Теперь мы можем настроить область приближения за счет данных ползунков. Например, я хочу приблизить слово эффект. Для этого мы изменяем значение scale и также position. Первое значение position настраивает передвижение влево или вправо, второе значение вверх или вниз. Ну и вот такое приближение у нас получается. Выглядит слишком топорно и не очень плавно. Для этого мы выделяем все кейфреймы и нажимаем клавишу F9. Далее мы нажимаем на иконку Graph Editor. Нажимаем на данную иконку. Если у вас графики показаны не так, как у меня, то вы нажимаете на данную иконку и здесь выбираете Edit Value Graph. Теперь мы нажимаем на свободное пространство и редактируем сначала Scale. Нажимаем на левый или же правый keyframe и отводим его максимально вправо. И также делаем с верхним, только влево. Ну и вот наша анимация приближения стала немного плавнее. Но так как у нас еще не настроен Position, то это выглядит слишком топорно. Теперь же мы нажимаем на Position и не понимаем, в чем проблема, потому что нету одного графика, есть только два графика. Для этого мы нажимаем на иконку XYZ. И у нас происходит разделение графиков. Отдельно X и отдельно Y. Для начала мы настраиваем Y. Делаем все точно так же, как и со скейлом. И повторяем то же самое с X Position. Теперь мы можем нажать на иконку Graph Editor и посмотреть конечный вариант зум-эффекта. Для пущего эффекта мы можем добавить Motion Blur. Для этого мы нажимаем на данный квадратик. Если этого квадратика у вас нету, то перейдите немного левее и ниже и включите отображение данных эффектов. И также включите его в самой композиции, нажав на данную иконку. И смотрим конечный вариант. Думаю, выглядит неплохо. Также мы можем поэкспериментировать с позишеном. Для этого примерно через 60 кадров мы ставим еще одни кейфреймы на Y и X Position. И настраиваем их позицию. Например, я хочу опустить ее вниз. Для этого я настраиваю Y Position. Если вам нужно влево или вправо, то вы настраиваете X Position. Ну и вот мне нужен спуск к слову Color Control. Для этого я выбираю два кейфрейма Y Position, перехожу в Graph Editor и настраиваю данный график. И теперь, нажав на иконку Graph Editor, мы можем посмотреть конечный вариант. Ну и вот такой конечный вариант у нас получается. Ну а я надеюсь, что это видео вам понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик. Также пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в следующих видео. Ну а на этом все. Всем пока.